Всем привет! 34 миллиона россиян имеют избыточную или недостаточную для выполняемой ими работы квалификацию. Эта проблема будет решаться в частности тем, что с сентября следующего года из перечня специальностей среднего профобразования будут исключены около 100 позиций. Об этом накануне заявила министр просвещения России Ольга Васильева. Эти изменения коснутся профессий ткача, вышивальщицы, радиооператора, сборщика изделий электронной техники и других специальностей. Другими словами, происходит естественное вымирание профессий из-за их невостребованности на рынке труда. В связи с этим одни люди вынуждены работать не по специальности, а другие и вовсе не могут трудоустроиться. Увы, но так выглядит обратная сторона технологического прогресса. Однако эта проблема имеет общемировой характер. В Южной Америке, например, число людей, имеющих проблемы со специальностью, достигает 60 миллионов, а в Северной Америке 90 миллионов человек. Более того, в целом в мире около 1 миллиарда 300 миллионов человек выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. Вместе с тем, проблема квалификации существовала всегда. Однако в нашей стране на нее либо не обращали внимания, либо объясняли демографической ямой, вызванной спадом рождаемости в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому лишь когда обсуждение последствий технологического прогресса приобрело всеобщий характер, в правительстве задумались об исключении из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования сразу почти около 100 неактуальных специальностей. При этом, судя по связи с технологическим прогрессом, пересмотр правительством перечня специальностей является частью его плана по сокращению рабочей недели россиян до 4 дней. Однако, видимо, автор инициативы о сокращении рабочего времени, премьер-министр Дмитрий Медведев, не раскрывает коллегам всех деталей этой реформы. Поэтому Министерство просвещения, на всякий случай, не делится планами о том, какие новые профессии появятся вместо исключаемых. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Спасибо за внимание. Пока.